Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать о топ-10 правил для выбора беспроводных наушников. Беспроводных наушников за 5 лет моего канала я, наверное, приобрел больше 1000 пар. Около 400 обзоров было на YouTube от меня по поводу этих ТВСок. И я вам сейчас хочу сказать, почему вот сейчас правила эти будут актуальны. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. Вы смотрите Польза Лайв, и не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. В описании к видео в телеграм-канале взаимопомощи нас 14 тысяч человек, в телеграм-канале скидок нас там уже 82 тысячи человек. Вот это все стало намного дешевле за 5 лет. 5 лет назад, когда я приобретал данные девайсы, что у меня есть несколько стримов, посвященных наушникам, некоторые больше 100 тысяч просмотров, и по большому счету это уже сложное техническое устройство. Притом примерно такая же история, как с смартфонами. Если вы в 1995 году кому-нибудь бы показали, не знаю, какой-нибудь Narza 50 и сказали, что вы купили его за 5000 рублей, меньше 100 долларов, они бы вам, разумеется, не поверили. Они бы за это, не знаю, самолет бы продали и отдали. Технологии движутся вперед, все эти суперустройства становятся дешевле, доступнее, и, разумеется, с рынком происходит довольно стандартная для всех устройств ситуация. Ситуация заключается в чем? Вам пытаются продать технологии, которые в большинстве случаев вам, возможно, не нужны. Это примерно как в смартфонах телевики или ультраширики, которые большинству, бесполезно. Вот так же в наушниках. Кому-то нужна беспроводная зарядка, кому-то не нужна. Кому-то нужно активное шумоподавление, кому-то необходимости в этом нет, потому что с пассивным шумоподавлением и нормальной громкостью вы получаете то же самое, что и с активным шумоподавлением, но меньшей громкостью. Опять же, нет наушников, в которых вы спуститесь в метро, они могут стоить и 1 000 000 рублей, вы включите активный шумодав без музыки, и вы не будете ничего слышать. То есть вы должны помнить, что во всех устройствах есть какие-то недостатки. Вы должны помнить, что у беспроводных наушников есть очень много параметров, и чтобы купить выгодно, не потратить лишние деньги с одной стороны, а с другой стороны получить все, что вы хотели, и может быть даже о чем вы не подозревали, вам нужно посмотреть этот топ, поставить лайк, подписаться на канал. Кстати, каким образом подбирать смартфон у меня уже есть на канале, и будет несколько подобных руководств. Я их буду периодически, возможно, повторять, но все будет зависеть от вашей реакции. Пока все хорошо, меня более чем устраивает она, и начнем. На первое место я поставил, разумеется, это решить, для чего они вам нужны и сколько вы можете потратить. О чем я это? Вот смотрите, если вы покупаете AirPods, у вас две могут быть причины. Логично, что любые первые, вторые, третьи, прошки, еще что-то, это либо у вас айфоны, либо второй вариант развития событий, вам хочется вот классики, потому что это классика, потому что первые, кто сделали супер топовые наушники с нормальными микрофонами, или это были яблочники, и по большому счету с этого момента они просто являются эталоном аксессуаров. Их все копируют, во всем копируют, делают это не всегда удачно, и стоит это дорого. То есть, если, допустим, 3 Pro покупать второго поколения, то он вам выйдет там 16 тысяч рублей. Есть ли целесообразность покупать наушники за 16 тысяч рублей, когда есть за 1000 рублей? Я сейчас вам как раз и расскажу. Но вы всегда должны понимать, сколько вы готовы потратить. Почему? Потому что это как со смартфонами. Вы будете постоянно контактировать с этими устройствами. Вы покупаете его даже не на полгода и даже не на год. Скорее всего, у вас будут наушники 2-3 года, если вы приобретете нормальные и не будете их 24/7 использовать. Логично, что аккумуляторы здесь в большинстве своем несменны, и поэтому, если вы планируете 24/7 использовать наушники, ждите, что аккумулятор рано или поздно просядет, и если это топовый, то это 1,5-2 года, если это не топовые наушники, то это в целом 1 в среднем год. На это обязательно нужно обращать внимание, и по поводу того, для чего они вам нужны. Если вам нужен звук, то это беспроводные полноразмерные наушники. Если вам необходимо разговаривать, то это наушники с ножкой желательно, либо это Pixel Buds, вот у них почему-то хорошие уши по микрофонам, хотя изначально были ужасные. Во всех моих обзорах на канале Польза.нет есть примеры работы микрофонов, слушайте, оценивайте для себя, но помните, что существует экосистема, к этому я приду. В целом, для разговоров наушники покупать есть смысл, первое. Второе, у них есть мультипоинты, про это я тоже расскажу, вы сможете к нескольким устройствам, если не знаете, подключить. Притом это есть даже в наушниках за 1200 рублей. А помимо мультипоинтов у наушников существуют различные качественные характеристики из разряда измерения температуры, измерения пульса, но про это мы тоже поговорим. Поэтому вы решаете сейчас, сколько вы можете потратить и зачем они вам нужны. Музыка — это одна история. Опять же, полноразмерки, накладные. Разговоры — другая история. ТТВС, True Wireless Sound наушники. Если вам не нужны басы, это вкладыши. В общем, главное понять. Для фильмов вкладыши будет за глаза и за уши, так же, как и разговоров. То есть разные категории
категории наушников перекрывают какие-то несколько сразу вещей. Но, опять же, полноразмерки не могут перекрыть необходимость малых габаритов. То есть таскать это все дело с собой нереально. Второе, это вы должны решить, повторяюсь, вкладыши, затычки, полноразмерные, накладные, с костной проводимостью. Существует море различных типов, я вам кратко расскажу. Полноразмерные — это когда вы полностью можете запихать свое ухо в чашку. У них лучший звук всегда. Если брать накладные, они просто накладываются к вам на ухо, то есть у них чашка меньше. Звук тоже отличный. По категории, по звучанию дальше идут затычки. После затычек идут вкладыши, и костной проводимости имеют худший звук. В принципе, то есть вы когда поняли, что вам нужно, какой тип наушников, вы можете идти дальше к третьему пункту. В третьем пункте, это третье, обратить внимание на систему. Яблоко к яблоку, Vivo к Vivo, Oppo к Oppo. Что это значит? Это значит, что, допустим, в OnePlus-овских ушах вам необходимо будет, если вы покупаете уши OnePlus для не OnePlus, качать программу. Если вы покупаете яблочные наушники, те же тоже пространственное аудио будет работать только с яблоком. Возможно, существуют костыли, это программы дополнительные для Android, но при любом раскладе лучшие в системе всегда своего бренда. Если у вас смартфон Samsung, лучше выбирать Samsung. Понятно, что можно идти по пути наибольшего сопротивления, купить QCY для чего угодно за, опять же, 1000-1500 рублей практически любую модель. И иметь какие-то, с одной стороны, проблемы, с другой стороны, понимание того, что вы не переплатили в 10 раз. К чему это все? К тому, что если делать по-правильному, по фэншую, для того, чтобы получить максимум, вам необходимо приобретать девайс своего же бренда. Это Lumini. И это не просто слова, это доп. Функции, это работа кодеков, это специальные кодеки, которые есть не у всех производителей, кодеки высокой четкости в основном. Переходим к четвертому пункту. Четвертое, это вы должны узнать влагозащиту, автономность, возможность быстрой зарядки и беспроводной зарядки бокса. Что это такое и с чем это едят? Вот, допустим, Huawei FreeBuds 4. Лучшие вкладыши среди всех уже второй год. У них есть басы, в отличие от остальных вкладышей. И эти великолепные вкладыши имеют беспроводную зарядку бокса. Стоп. Или не имеют? Правильно. Если это русская версия Huawei FreeBuds 4, которая официально у нас продается, беспроводной зарядки бокса нет. Но если это китайская версия или глобальная, беспроводная зарядка есть. Что это значит? Вы положили, наушники не нужно подключать через Type-C-шник, они спокойненько у вас заряжаются. По поводу влагозащиты. Влагозащита у бокса встречалась у меня всего единожды за всю мою жизнь, что я встречал. Так что, несмотря на то, что все думают, что глобалка всегда лучше, нужно всегда задумываться над этим. По поводу влагозащиты бокса. Встречал я ее всего один раз. По большому счету, чаще всего есть влагозащита у наушников. Но, напоминаю, ни в каких наушниках плавать нельзя. Есть, по-моему, модели у Sony только, которые живучие. Все остальные, что я не встречал, они умирают довольно быстро. Можете написать, кстати, в комментариях, вдруг у вас есть какие-то наушники для плавания, которыми вы пользуетесь и которые долгое время не умирали. Помимо влагозащиты, вам необходимо знать автономность. Что это значит? Если вы, допустим, смотрите фильмы, да, 2 часа практически любые наушники 4 часа живут. С одной стороны. С другой стороны, если вы общаетесь по телефону, то вам необходимо, не знаю, автономность часов 10, чтобы вам не нужно было в бокс их закидывать. Понятно, что есть быстрая зарядка, то есть какие-то наушники, когда ты закидываешь в бокс, они дают потом час звучания, 1,5 часа, бывает даже 2 часа звучания, но опять же, эти 10 минут нужно взять где-то и про это думать. Иногда на работе это не особо приятно, если вы будете этим делом заниматься. По беспроводной зарядке всегда она дольше. По проводной зарядке, разумеется, лучше, чтобы это были Type-C-шники. Какие-нибудь микро-USB — это совсем атовизм, и я их практически уже нигде и не встречаю. Мы про этот четвертый пункт забыли, вы определились, написали себе на листочке, что вы хотите увидеть, и вы уже ощущаете, да, только 4 пункта, а уже столько характеристик. На 5-м месте это наличие датчиков обнаружения уха, сенсоров приближения. То есть, когда вы вытаскиваете наушники из ушей, вы благополучным образом либо имеете автопаузу, автоматически встает фильм, допустим, на паузу, либо еще что-то. Сняли, автопауза. Ставили обратно, включается воспроизведение. Либо этого нет. На это нужно обращать внимание, но не только на это, а на то, чтобы еще была возможность это дело отключить. Потому что очень многих в перспективе потом начинает бесить, что ты включаешь что-то, смотришь, и тебе просто нужно вынуть наушник, но не нужно ставить на паузу. В программе обычно это дело все можно отключать, но не у всех. На это тоже нужно смотреть. Температурные датчики и датчики пульса, разумеется, есть в каких-то наушниках. У Amazfit есть пульс, притом, по-моему, уже 2 модели у них пар наушников, обе модели были на канале. Для тех, кто бегает, must have, то есть у вас пульс
пульсометр сразу в ухе, и по моим ощущениям и по моим тестам, они работают хорошо. Следующий момент — это температурный датчик. Он был только в оноровских наушниках, наподобие вот таких AirPods-овских, и он у меня не работал. Возможно, кто-то смог завести все это дело на китайских версиях смартфонов, либо каким-то ухищрением. Я знаю, что он работает, но он не работал на территории России. Опять же, вы должны понимать, что при определенных танцах с бубном, по большому счету, что угодно может заработать. Если вы видите в сети, в форумах, что у кого-то это дело работает, у вас это работать тоже будет. Опять же, если девайс не сломан. Главная возможность это есть. На 6-м пункте это наличие программы и возможность обновить прошивку. Притом, допустим, Anker A1, вот недавно был обзор у меня на основном канале. Дорогие наушники с классным звуком, но у них есть программа у анкеров, но они не могут подключаться к программе. Насколько это неудобно? Настолько, что, допустим, ты помнишь, что у тебя по функциям, потом забываешь по функциям, и тебе надо искать инструкцию. Если у тебя есть программа, инструкция у тебя всегда под рукой по сенсорам, либо тачу самих наушников. И плюс ты можешь менять эквалайзер, если он ручной, допустим, не нужен тебе отдельный плеер, если есть ручной эквалайзер. Либо следующие варианты развития событий: можешь отключать все сенсоры как раз, обновлять прошивку. Бывают случаи, барабанная дробь у OnePlus прошек наушников, добавилась возможность мультипоинта. Опять же, все это дело потом заводили с прошивкой. Актуально ли это? Разумеется, актуально. Такая функция. Это единственный раз, кстати, когда я знаю, что с прошивкой добавляли функцию мультипоинта, но она есть, и программа — это всегда хорошо. Возможность обновлять прошивку тоже хорошо. Встроенный эквалайзер в программе — это must-have для всех, кто любит звук. Не обязательно кодеки высокой четкости, обязательно в программе эквалайзер, который при этом работает, потому что существуют некоторые типы наушников, опять же, можете посмотреть у блогеров, по нашему опыту, у анкеров одна из этих пар A40 у меня, допустим, на эквалайзер в ручном режиме в программе не откликалась. Особенно по высоким частотам. Но это, опять же, мой частный случай модели. Но про это все нужно знать, это все нужно смотреть. И наличие программ на Android и iOS-системах. Почему? Потому что очень часто какие-то производители имеют проги, либо корректные программы на iOS-системах, если у вас iPhone. Хотя, повторяюсь, есть iPhone, но купите вы себе AirPods любые. Либо второй вариант развития событий: где-то из систем он некорректная. Некорректная программа будет вас расстраивать, бесить, не будет каких-то функций. Это очень часто встречается. 7-е — это пространственное аудио, активное шумоподавление. В худшем случае это до 40 дБ. Вам необходимо всегда смотреть 45-48 дБ активный шумодав. Либо когда блогер говорит, что здесь активный шумодав до 38 дБ, но по ощущениям он реальный и он настоящий. Что это значит? Это значит, что внешние шумы, наушники в режиме активного шумодава глушат противофазой стандартно физика довольно хорошо. При выключенном активном шумодаве у вас будет работать пассивный шумодав. Это вот как амбушюры вы засовываете, точнее беруши в ночью. Вот так же амбушюры вы засовываете себе в ухо. И если все очень плотно и у вас ушной канал максимально закрыт, то пассивная шумоизоляция работает. Так вот, активная шумоизоляция — это всегда хорошо. Минимум 40 дБ, запомнили. Пространственное аудио всегда работает только с устройствами с определенным типом, на определенных девайсах, с определенными музыкальными композициями. В общем, по мне, на данный момент пространственное аудио — это приблуда больше для яблочников, у них это очень хорошо реализовано. Со всеми остальными устройствами, сколько я не работал, не то что такое себе, где-то что-то работает, что-то не работает, и либо я путаюсь, либо лыжи не едут, либо вы поняли. А к чему это все? К тому, что просто великолепные возможности открываются только, опять же, в случае, когда у вас девайс соответствует чему? Правильно, когда девайс соответствует бренду вашего смартфона. То есть у вас аксессуар такой же, как основное устройство. Пассивный шумодав. Разумеется, все зависит от того, вкладыш это или затычки. У вкладышей пассивного шумодава не бывает фактически. По активному шумодаву в вкладышах только в Huawei FreeBuds 4 есть активный шумодав, и он работает. Не забываем, что сами наушники необходимо примерять, и габариты имеют значение так же, как амбушюры. Не забываем, что у вкладышей есть силиконовые накладки. Если они у вас вдруг будут отваливаться и вываливаться, ничего критичного, вы просто покупаете эти силиконовые накладки. И габариты самых ушей нужно обязательно измерять, смотреть линейкой, как все шутят. Зачем штангель-циркулем что-то проверять? Да даже звуковод вам может мешать в ухе. Понятно, можно пойти и все это дело протестировать, проверить на себе, но не у всех есть такая возможность. Я говорю о тех, у кого ее нет, там уже прикидывайте. Есть у вас какие-то дешевые ТВСки, вы видите в обзоре размеры наушников, вы прикидываете, берете линейку, понимаете, что у вас такие же наушники, тогда можно брать, если вам они удобны. Если
Если нет, то не стоит, потому что, опять же, вы будете контактировать с этим, как и со смартфоном, постоянно. Можно сказать 24/7, 7 дней в неделю. Следующее. Качество в микрофонах. 8-й пункт. С различными устройствами в различных сценариях работы. Для этого вам необходимо искать примеры в сети. Понятно, YouTube пережимает. Понятно, что кто-то, допустим, если это магазины, либо это серые магазины, у них свой блог, пытается сделать что-то лучше. Кто-то, наоборот, делает на все равно. То есть я, допустим, всегда тестирую микрофоны из разряда, тестирую и тестирую. Как я бы просто разговаривал, так я вам и выкладываю. То есть я не стараюсь, каким-то микрофоном больше везет, каким-то меньше, из разряда там у одних 500 машин проезжают, у других одна машина, если на улице. Если брать помещения, то у одних ревибрации конкретные, то есть какие-то хорошие помещения, в каких-то в студии я тестирую. Опять же, ваша миссия смотреть море обзоров, слушать море примеров микрофонов и делать выводы. Снова, микрофоны работают, по моим ощущениям, всегда лучше всего. С чем? Правильно, если у вас бренд Huawei, то с Huawei, яблоко с яблоком. Это мой опыт. Версия Bluetooth и дальность работы тоже имеет огромное значение. Если вы закинете, допустим, телефон в рюкзак и у вас будет плохо работать наушники, это плохо. Если вы слышите, что блогер говорит, через 2 стены ловят, значит все хорошо. Если ловят через одну стену, надо задуматься. Если через одну стену даже не ловят, то все плохо. Версия Bluetooth должна быть желательно 5.3, минимальная 5.0. Но желательно 5.3, 5.3 на сегодняшний момент. Это самая свежая версия Bluetooth, которая ставится в наушниках. Ничего критичного, если у вас телефон версии 5.3, наушники 5.0 и наоборот, все будет работать, проблем не будет. Но все равно нужно об этом помнить. Плюс нужно помнить о возможности работы активного шумодава с одним наушником. Очень много людей, у которых слух только на одно ухо, либо нужен активный шумодав именно для одного уха. Не все это освещают, вам нужно покопаться в сети и узнать. Не все наушники имеют возможность автономной работы одного наушника с активированным активным шумодавом, либо режимом прозрачности. 9-е, это уже игрушки, это анимация с быстрой зарядкой самого бокса. То есть, что такое анимация? Вы открываете бокс и видите, как подключается все это дело к смартфону. Разумеется, это в основном своя экосистема, либо что-то написанное. Допустим, у QCY есть такая штуковина практически под все. У Xiaomi народ пишет на M8, что вы приобретаете наушники Xiaomi и по большому счету на любом Android устройстве вы можете завести всю эту анимацию. Это игрушки с одной стороны, с другой стороны вы всегда будете в 99% случаев знать заряд бокса, не забудете про это. И бокс должен быть умный, желательно. Это когда вы открываете наушники и они сразу подключаются. Если для этого необходимо доставать наушники, то бокс уже не умный. Если для этого необходимо доставать наушники еще и включать физически, это все лишние движения, все это вас будет бесить. Обращайте обязательно на это внимание. И по поводу зарядки бокса, разумеется, повторяюсь, она должна быть беспроводная. У меня в отдельном пункте это уже было. 10-й момент, это, разумеется, и основное фактически для всех, это гарантия. Где бы вы ни приобретали, на Алиэкспрессе, на серой площадке, на любой, вы должны быть морально готовы открывать спор, если у вас что-то будет не так. Потому что доказывать о том, что у вас наушник, допустим, играет плохо, еще что-то, очень сложно. И вполне возможно, я реально понимаю людей, которые идут в магазинах и приобретают. Но с магазинами тоже беда. То есть вы приходите и говорите, он там воспроизводит плохо низкие частоты, шипит, еще что-то. Не каждый магазин вам будет сразу менять. Выбирайте места, которым либо вы доверяете, либо в которых вы уверены, что сможете потом вернуть средства. Допустим, когда ты теряешь 1500 рублей на каких-нибудь QCY, ничего критичного в этом нет. И в основном лично мне возвращают QCY без проблем средства, либо наушники высылают. У меня уже был от них брак. Если ты приобретаешь наушники Sony за 20 000 рублей, это уже чуть-чуть другая история, и там включаются, конечно, другие процессы, хотя, опять же, я не встречал никого, у кого бы приходил брак. Резюмировать я бы хотел довольно нестандартно. На канале есть очень много топов наушников. У меня, наверное, на основном канале около 100 топов, 110, топ-10 вещей. Так вот, топы наушников до $50, до $100 и свыше $100 есть сейчас, то есть до 3500 рублей. По большому счету, по звуку особой разницы не все услышат. Это первое, что вы должны запомнить. Второй момент, который вы должны запомнить, разумеется, про пространственное аудио, которое я говорил, для каких-то девайсов, это когда вы смотрите фильм, я думаю, вы уже разбираетесь, что можете отворачивать голову и с вами звук, отходить куда-то. Это все танцы с бубном. Почему? Потому что не всем этим вы будете пользоваться, а чем-то вы попользуетесь, поиграетесь и забудете. Пользоваться вы будете точно микрофоном, пользоваться вы будете точно звуком, и точно вас будет интересовать автономность, насколько удобный бокс и такие мелочи, которые, возможно, даже
для вас сейчас не имеет никакого значения. Можно ли в наушниках спать? Да, есть специальные наушники для того, чтобы в них спать, но они музыку не воспроизводят. Это Bose и у Amazfit есть модель, они не супер космически стоят, я имею в виду Amazfit. Bose стоят космос. Плюс есть эконом-класс, но они вот только шум моря, прибоя могут воспроизводить. Следующий момент, который я опять же не освещал, и опять же это частности, их еще миллиард, например, что когда ты включаешь кодек высокой четкости, у всех устройств отключается возможность мультипоинта. То есть ты включаешь кодек высокой четкости, забудь про мультипоинт и забудь про волшебную связь. Почему? У вас не эксклюзивно, никаких проблем с этим не будет. Еще раз повторяюсь, уши какие-нибудь в 1000 рублей вам за глаза и за уши. Никакие аудиофильские магазины вам не нужны, никакой Алиэкспресс не нужен. Просто смотрите мои топы, чужие топы, выбираете что-нибудь подешевле и пробуйте. Но всегда помните, да, что чем ниже цена, тем ниже надежность. Опять же, возвращаясь к CUCY, которые объемами продают безумными. Насчет моделей, которые я вспоминал, опять же, повторяю, что в топе внизу будут несколько топов, а там я распределял в зависимости от, наверное, цена, качество, функционал в своей голове. И, опять же, только А-бренды. Почему MPO, G-Pods, еще что-то у меня отсутствует? Я вам честно говорю, мне как блогеру, а на основном канале у меня 350 с лишним тысяч человек, CG-Pods, наверное, писали раз 300. И логично, что их условия меня вообще никак не устраивают. Я о них, в принципе, не хочу говорить. Вот сейчас говорю с той точки зрения, что помните, что есть китайские бренды, которые дешевые. Ладно, я вспоминаю MPO, Baseus, Ugreen, еще кто-то. Но они живут на ладом, дышат, но они сами и клепают. Они не продают девайсы в 5 раз дороже. Наши умельцы продают девайсы, это называется OEM, они скупают у китайцев, клеют свой лейбл, идут к блогерам, и блогеры рассказывают: бегите, CG-Pods. Вот если вы видите всякие CG-Pods, понимаете, что это глупо. Есть А-бренды, это Sony, это Huawei, это Xiaomi. Их как раз приобретать на далеких площадках выгоднее. Почему? Потому что здесь они стоят утрированно, там, Buds 4 от Xiaomi будут 1015-20 стоить. На Алишке я купил их за 7 уже, то есть 7200, и это адекватный ценник, еще увидите, сколько они будут стоить. Не пиарю конкретно эту платформу, платформу море используем, но когда ты в 2 раза уменьшаешь стоимость, еще раз повторяюсь, допустим, те же Huawei были без беспроводной зарядки и есть на российском рынке, а в Китае они с беспроводной зарядкой, это совсем другая история. В целом, наверное, рассказал все, что необходимо знать для того, чтобы изначально сделать выводы для себя, начать думать, начать выбирать. Можно на листик написать. Напоминаю, что есть в телеграм-канале у нас волшебный администратор, который сделал несколько таблиц, и по наушникам тоже. И какие кодеки высокой четкости поддерживают, и сколько автономность у бокса, и конкретно у наушников. И вы можете вот сразу это все видеть. Насчет сайтов, где это все расписано, по моему опыту, что телефонов, что наушников, а я логично смотрю и их тоже, они чаще всего вообще не имеют на руках устройств, и очень много у них ложных характеристик, либо неточностей, тем более перед вами никто отвечать из них не будет. Это не лицо вот мое, которое можно прийти на стрим и написать: Саня, у тебя 1600 обзоров, а помнишь, в 763-м ты сказал, что кодек высокой четкости отсутствует, а он потом появился через 7 месяцев с новой прошивкой, ты подлец, я тебя ненавижу. Ну, что-нибудь такое. Всем добра, первый раз за 20 минут, вначале только говорил. Напоминаю, что подпишитесь на канал, напишите в комментах, что бы вы еще хотели из туториалов услышать. Это инструкция из разряда «включите мозг». Если я до вас достучался, я очень рад. Если не достучался, я тоже рад, потому что если вы до этого момента досмотрели, вы, значит, как минимум умнее, чем я, потому что воспринимать информацию я понимаю, что в аудио варианте сложно. К слову, скоро появится еще и Дзен-канал с статьями. Возможно, это все дело туда перекочует. Надеюсь, что вам это дело будет тоже полезно. Девайсам, тем, которые я обозреваю, которым я говорю да, однозначно да, смотрим в описании мои топы, в X2 их просматриваем, решаем для себя, стоит это что-то приобретать или нет. И добра и удачи вам, дорогие друзья!